Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, хочу напомнить о том, что я провожу розыгрыш наушников от Fofine. Все подробности в моем телеграм-канале в закрепленном сообщении. И первое, что я здесь вижу в этой катке, это то, что здесь есть Свен и Спектра. А знаете, что это значит? А знаете, что это значит? Правильно, мы сегодня поиграем на демонах через новый рок. И все, в принципе, и все. Почему я хочу вот сыграть именно на демонах через новый рок? Потому что в предыдущий раз у меня получилось так себе. Вот, прошлый мой ролик, который был на демонах, он получился, ну, как-то, ну, не то что-то. Вот там больше как-то от SF было импакта, нежели от этого Свена. Ну, короче, давайте так. Я как бы загадал сейчас сборочку. А вот как она будет идти, еще непонятно. Может, у меня совершенно другая будет сборка. Но расширенный пул я уже подготовил, это самое главное. Ну, мне люди, кстати, неплохо идут. Будет классно, если на третьем раунде ко мне придут 3 человека, и я просто забузю максимально себе высокий уровень. Это будет просто идеально. Поэтому смотрите. Я пока что беру предметы, как для керри, обыкновенного. Вот. И надеюсь, что ко мне придут все-таки люди. Вообще, мне на самом деле идеально, чтобы пришли люди. И, кстати, вот на 10-м раунде, если к 10-му раунду ко мне придет антимаг, то я его забузю через гнездо Мора. Если же антимаг не придет к 10-му раунду, а будет, как, например, SF, то я забузю SF. Если, соответственно, будет гнездо Мора. Боже, я пока трындел, немножко провтыкал. Ну ладно, плевать. Я в вингу как бы верю, но не прям, чтобы прям критически сильно верю. Поэтому то, что я сейчас как бы продал, ничего страшного. Можно было бы поступить сейчас иначе и не потерять вингу. Но я думаю, винга еще придет, поэтому хрен с ней. Я все равно его в 2 звезды собираю. 3 звезды от нее как бы толку нету пока что. Хотя на самом деле, если будет приходить, то почему и нет? Можно и в 3 звезды собрать. Ну ладно, короче. Продал и продал, правильно? Правильно. Чего теперь жалеть? Сейчас она 100% придет на следующем раунде, смотрите. Давай. Я ничего не потерял. Я ничего не потерял. Еще сейчас этого гоблина продам. И вот так вот выйду в 4-й уровень. А на следующем раунде у меня будет 5-й уровень. Блин, хочется, конечно, такие вот предметы взять. Вот хочется ману, башер. Да. Не, я, наверное, передам это все-таки в вингу. 30% надбавки урона. И я надеюсь, что ко мне в скором времени придет SF. Под SF это кольцо неплохо зайдет. Очень даже неплохо зайдет. Это колечко. Ну да, я буду играть через SF. Пока что. Ну, если придет. Ай, ладно. Ладно. Посмотрим. Сейчас надеюсь на... Чего? Лондруид на 5-м раунде? Ну, это ж мне сейчас как бы не мерещится, правильно? Мне пришел сейчас Лондруид на 5-м раунде. Не, Лондруид это классно. Но намного круче, когда тебе приходит антимаг. Я бы такой, чтобы лучше ко мне антимаг пришел сейчас, нежели Лондруид. Хотя и Лондруид тоже прекрасный персонаж. Особенно, когда он призовет Мишку, там вообще будет шикарно все. Но антимаг все-таки получше бы смотрелся. Хотелось бы мне, конечно, увидеть антимага, но имеем то, что имеем, и спасибо хотя бы за Лондруида, правильно? Правильно. Так. Поставить 2 рыцаря или оставить вингу? Винга просто не такая какая-то плотная, а вот под луной ЦК будет намного себя лучше чувствовать. По крайней мере, я так считаю. Я все понял. Я все, убираю руки от клавиатуры мышки. Скилл обнаружен. Все, ребята. Ладно. Я хотел себе антимага, но винтую. Антимага нашел быстрее. Ну и не так уж и сильно хотелось, правильно? Не так уж и сильно мне этого хотелось. Так что, в принципе, пофиг. Пофиг плюс пофиг. И такая, знаете, слеза с глаза. Можно было бы взять панду и чисто попробовать сыграть в рулетку. А придет, не придет. Не хватает одного человека. Жалко, конечно, что мне еще один человек не пришел. Было бы уже круто на таком раунде иметь баф 3 людей. Я бы не отказался от бафа 3 людей вообще на 3-м раунде. У меня была одна единственная катка, где на 3-м раунде ко мне пришел баф людей. И то есть я убиваю мобов,
И на следующем раунде у меня уже там, по-моему, 4-й или 5-й уровень, что-то типа того, не помню, если честно. Не буду, скажем так, трындеть и наваливать лапши на уши, но, по-моему, где-то около того было. А ну-ка, кто сможет, посчитайте в комментарии, напишите, сколько у меня все-таки было опыта на тот момент. Вот на 3-м раунде у меня был баф людей, опыт я не покупал никакой, то есть у меня тупо баф людей. Какой у меня уровень был? 4-й или 5-й? Ну, по-моему, 4-й, если не ошибаюсь. Если с математикой все хорошо, то, по-моему, 4-й. Вместо резачка, я думаю, поставить. Вместо резачка, наверное, стоит поставить, но лундриты, наверное, стоит тоже оставить. Я, кстати, наверное, отдам вот так вот колечко. Да что ж такое, горло, успокойся, пожалуйста. ЦК или резак? ЦК или резак? Я думаю... Думаю. Не знаю, что я думаю. Хм. Так, здесь охотники. Не, ну резак 700 чистого урона нанес. Ну как 700? Нормально, адекватное количество урона нанес там. Неплохое. Давай, Лина, накидывай, Лина, я в тебя верю. Обидно. Кстати, в моем телеграм-канале я выпустил предварительный. Короче, в моем телеграм-канале я выпустил пост о предварительном патче, который будет 27 числа. И честно вам хочу сказать, наконец-то понерфили антимага и Манки Кинга. Если что, я вас пытаюсь надрить, никакого антимага и Манки Кинга не будут нерфить в том предварительном анонсе патча. Класс? Я считаю, шикарно. Разработчики молодцы. Разработчики, ну, просто лайк. Вот все. Мне даже... Все, я даже не хочу как бы говорить больше об этом. Просто разработчики красавцы, сразу видно, что они занимаются игрой, заинтересованы в своих пользователях, заинтересованы в том, чтобы народ оставался. И игра развивалась и раскрывалась в лучшем свете. Сразу это видно, отвечаю. Я думаю, вы тоже заметили, да, насколько разработчики услышали мысль, что 5 месяцев для текущей меты это слишком много. Слишком. И нерфить антимага плюс Манки Кинга надо. Ну, как вы видите. Ой, короче, будет еще, наверное, несколько месяцев вот этот вот антимаг и Манки Кинг химбой несколько патчей подряд. Ну, несколько патчей, несколько месяцев. Боже, на самом деле у меня, честно, я вот сейчас вам говорю эту информацию, понимаю, насколько же это, ну, абсурдно звучит. Насколько это тупо. А ну-ка напишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. То, что вот выходит 27 числа предварительный анонс патча. Ну, короче, 27 числа вышел патч. Выйдет патч, так лучше сказать. Выйдет патч. Антимага Манки Кинга не нерфят. Там нерфят и переделывают совершенно других героев, которых вообще трогать не надо. И вот что вы думаете на этот счет? Кстати, Никс пришел. Я на всякий случай возьму Никса. Может, у меня получится на инсектоида здесь катнуть. Ну, если вдруг ничего не поможет, точнее, не получится у меня, то можно будет перестроиться в инсектоидов. Тоже будет неплохо. Что-то у меня как-то сегодня с формулировкой мысли не ясно. Ну, какие-то, знаете, сумбурные слова вылетают из моего рта. И меня это немного бесит. Скорее всего, это сказывается недосып, потому что, видите, там такой анонс патча, что у меня прям мозг вытек. Ну, просто еще придется потерпеть. Еще немножечко. Еще пару месяцев можно потерпеть эту мету. Правильно? Правильно. Ну, как минимум месяц. Через месяц же там новый сезон начинается. Через месяц. Вот через месяц, когда все ранги сбросятся, вот тогда и выйдет как бы изменение глобальное. Так, вот так вот. Отлично. Ой, инча еще. И инча еще. Лундрида апаем 2 звезды. Наверное, инсектоида я оставлю. Ну,
Пусть будет. Лишним он явно не будет. И медальон я, кстати, тоже оставлю на всякий случай. Мало ли там какой-то дух нарисуется. Ой, дух. Жрец нарисуется. А буст Мамора не удался, к сожалению. 1 из 9 на SF. Ну ладно, я как бы, ну, мне хочется играть через SF, но это не мой мейн керри. Поэтому мне плевать, придет он, не придет он. Кстати, как же кайфово антимаг сейчас бьет героев без маны. И насколько же классно, вот когда он, ну, не взрывает, да. Он становится не такой огромной проблемой сразу. Опа! Сюда винстрик молодой. Поиграл на своем антимажике. Сюда винстрик гони. Там Энма, кстати, вылетел, если что, 2 раза. Не знаю, как это работает, но он вылетел 2 раза. У него еще 71 монетка. Охренеть. Короче, в чате показало только что он 2 раза вышел. Неплохо. 1 раз не смог, 2 раз смог. Видимо, для того, чтобы выйти из этой игры, тебе надо 2 раза выйти, ну, ливнуть. Как же мы можем еще улучшить свой стол? Да, в принципе, пока что никак, я думаю. Надо тупо ждать уровень. Точнее, тупо ждать хорошую экономику. Потом выходить в уровень, в 10, например. Ну, не например, а нам мне нужен 10. Мне кровь из носа необходим 10 уровень. ТБшку я апать не буду. Я эту тварь ненавижу, не люблю. У меня с ним плохая ассоциация. Очень плохая ассоциация. Это прям тот челик, который, ну, мою нервную систему расшатывает по полной программе. Почему? Потому что эта тварь может либо перевоплотить моего мейнкерри, либо же свапнуться с ним хп, и это прям будет разрыв тоталити. Для моей задницы так точно. Так, Лину берем. Лина пригодится, хотя на самом деле я думаю магов немножко поставить. Хотя от магов сейчас какой-то, ну, никакого прока. Вот если так подумать, то реально от магов никакого прока. Блин. Надо будет еще одного SF поставить. Фу, надо будет еще одного SF. Надеюсь, что мне придет еще один SF. Что происходит сегодня? Я не понимаю. Я сам себя сейчас не узнаю. Что это за... Что это происходит? Что это за сумбурные формулировки фраз? Короче, я себя что-то как-то не узнаю сейчас. Вот это да. Вот это нам надо. Вот это нам по-любому надо. Вот это нам надо. Так. Я, наверное, магов пока что оставлю. Потому что у меня антимаг будет бить магией. И как же можем поступить? В принципе, оставить Лину это не такая уж ошибка будет. Но хочется как-то Думу еще сверху поставить. Ну пусть пока будет 2 Лины. А там посмотрим. Пусть пока что будет 2 Лины, а там посмотрим. Ой-ой-ой. Как же я сочувствую этому антимагу. Я представляю, какой этого типа горит на меня. 2 раза подряд приходит его антимаг. Мало ли того, что 1 раз я у него винстрик забрал. Потом он 2 раз приходит на своем антимаге, а там он бьет то Мишку, то Легионку. Кайф? Кайф. Ну так с ними и надо. Так с ними и надо. Ух ты, котел. Не скажу, что котел совершенно рано пришел, но он человек, и это круто. Потому что, во-первых, у меня появился лишний слот на столе. Это первое. А второе, у меня еще и баф магов остался. Кстати, я могу легионку скипнуть, но от нее столько импакта только что было в последние пару секунд. Ну, пару раундов, ладно. Не пару секунд. Что как-то не хочется. Антимага пока уберу, он мне не нужен здесь. Керри-Лина намного приятнее смотрится. ЦК я больше тоже апать не буду, мне хватит его в 2 звезды. Мне он просто нужен как ну, число к демонам, и все. Интересно. Кстати, поставьте сейчас ролик на паузу и напишите в комментариях, на каком раунде у меня придет SF 3 звезды. Давайте вот с вами поиграем в тарологию, экстрасенсологию и тому подобное. Предметы отличные. В идеале мне нужен был Мьёльнир. В идеале.
Но кого волнует, в каком идеале мне должно что-либо приходить, правильно? И вот так вот предметы делаем. Ну, вот так вот все замечательно. На самом деле у меня сейчас довольно-таки хороший плотный стол. Если все дальше так хорошо продолжится, то, в принципе, все прекрасно. Жизнь прекрасна, жизнь удалась. Интересно, получится ли у меня реализовать Свенчика? Ну, бусы по-любому берем. Бусы это все-таки отхил какой-никакой. Боже, какой же антимаг душный. Ты вот прям смотришь и понимаешь. Ну просто чел в единицу 2000 урона наносит. И вот это вот чудовище не нужно нерфить. Я не знаю. Может вы знаете, напишите в комментариях. На кого равняются разработчики? Откуда они берут информацию, что этого делать не надо? Нужно делать то, нужно нерфить это. То есть от кого они берут эту информацию? Кто на них так жестко влияет? Не понимаю. Я просто шокируюсь. Ай, да хрен с ним, короче. Короче, давайте просто наслаждаться контентом. Я попытаюсь не играть через антимага, сразу говорю, попытаюсь. Ну, он хоть и метовый персонаж, но я постараюсь не играть через антимага. Постараюсь. Не обещаю, но постараюсь. Хапка, не трожь винстрик. Это мой винстрик у него. Не трожь мой винстрик. Там хапка на фул зверях уже, обалдеть. Ни хрена себе, он там нашел себе стол. Скорее всего, он будет играть через суммона, и он еще и стырил у него винстрик. Это плохо. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Вообще нельзя так делать. Я поменяю сейчас как бы легионку. Сейчас пока что легионку поменяю и поставлю вингу. Почему я именно так сделал? Потому что, смотрите, там у чувака есть антимаг, и если он присосется к моему ТБ, либо же присосется к моему СФ, то это будет огромная проблема для меня. Он слишком сильно будет сносить мне табло. Поэтому пока что я сделаю именно так. Пусть пока постоит так. Я знаю то, что один демон дает плюс одну волну еще. Знаю это. Знаю прекрасно. Но я решаю поступить именно таким образом, а не каким-то другим. Я опасаюсь того антимага, потому что если он присосется, то он будет создавать дискомфорт. Его одна такая плюшка может нанести мне чуть ли не 2000 урона. Оно мне надо? Естественно, но мне не надо. Кстати, в скором времени я приду к этому зверю. У меня, конечно, столы такие себе. У меня, ну, если ПСФ у меня был в 2 звезды, я был бы намного увереннее в том, что я бы снес его стол. Намного увереннее был бы. Но у меня СФ нету. У меня СФ пока что в 1 звезду. На самом деле, если Мамора мне будет очень долго нести СФ в 3 звезды, то я сделаю просто. У меня будет SF 1 в 2 звезды, будет 2, и просто если из Мамора будет еще, ну, как будет, он уже есть, SF в 2 звезды, поэтому я этого SF из Мамора продам и апгрейду того SF, который находится у меня на столе. Так, 2 чувака вылетело, так, я проиграл винстрик, это плохо. Я проиграл винстрик убийцам. Да, это ж убийца? Нет, это был Йорки. Подожди, он же был убийца, как по мне. И Хапка проиграл винстрик. 5 из 9 Мамора, понял. Понял, принял. Спасибо, Мамора, спасибо. 5 из 9 за 10 раундов. Стабильно. Ну ладно, хрен с тобой. Не знаю, я буду, наверное... Ну, плевать то, что я сейчас выиграю, проиграю, буду держать винстрик, не буду держать винстрик. Я планирую идти до конца, до 10 уровня. Пока что это в моей как бы задумке, в моих мыслях. Посмотрим. Возьму 10 уровень, на 10 уровне начну ролиться. И, соответственно, когда на 10 уровне начну ролиться, у меня будет шанс на то, что мне придет и спектра, и SF с 6%. Опа, сюда. После 3-го тира, после 3-го тира, после 3-го тира. Ой, да иди срать, а.
Кстати, я ж могу сейчас предмет переделать. Я сейчас на зимнее объятие переделаю вместе с вот этим мечом зелененьким. Так, спасибо. И Леончик, отлично. Так, у меня уже есть несколько демонов. В принципе, знаете, я могу поставить фулл демонов сейчас. Сколько у меня будет демонов? Ну, мне... Ладно. У меня есть 7 демонов. У меня все грустно по предметам. Цемку поставил, пусть немного маны регенит. Был бы СФ 2 звезды, у меня было бы все хорошо. Вот реально было бы все хорошо. Либо же антимаг 2 звезды. Было бы вообще тогда шикарно. Переделывать ли мне зимние объятия или пока что ставить? Я думаю, на один раунд я пока что ставлю. Зимние объятия, они будут регенить мне ману со старта. Я посмотрю, насколько это будет импактово. Жень. А, для ТЗС. Все, понял, принял. Импакт как бы есть. Импакт как бы есть, но маленький. Маленький импакт. Надо все-таки переделывать. Ну да. Надо попробовать. Пожалуйста, после 3-го тира. Сюда. Сюда. На самом деле, я из СФ могу этот посох 3-го тира вытащить и закинуть в антимага, но я хочу лютый нюк со старта. Хотя, может, СФ в одну звезду будет мало приносить пользы. Какой же у него стол огромный на зверях. Трудно будет. Трудно будет. Если мне не придет Свен, не придут адекватные предметы, то мне будет очень трудно против него играть. Не, надо было, наверное, в антимага оставить предметы. Хотя... Ой, Дум, какой ты красава. Чисто в Вайпера Дум закинул. Чел там без денег вообще сидит. Сочувствую ему. Так, бог-орк. Пока что я бога-орка не боюсь. У меня все впереди. Хорошее будущее у меня все впереди. Вот у меня Мамора 5 из 9. Хорошее будущее. Думаю, да. Да, надо, наверное, просто режим терпилы включать и все. Буду проигрывать, ничего страшного. У меня все идеально. У меня экономика идеальная. По ХП у меня все идеально. Стол у меня более-менее сильный, тоже все хорошо. Единственная проблема... Аж нос зачухался. Это вот этот зверь. Вот это вот в действительности проблема. Ну и то, что у меня СФ пока что в одну звезду. Вот насколько бы поменялась у меня игра, если был бы у меня антимаг 2 звезды, либо же СФ. Антимаг, конечно, приоритетнее, но, в принципе, СФ тоже пойдет. Можно было бы вместо ЦМки сейчас поставить еще одного СФа. И было бы 2 волны. Но хочу ли я этого? Вин Юту сбил винстрик вот этого Найта. Бога-орка. А, они там вдвоем на богах-орках играют. Прикол. Чей-то орк оказался сильнее. Жалко, в этой катке нету всех демонов. Как же было бы круто вот реализовать по максимуму всех демонов. Там бы СФ раскрыл бы себя на 150%. Там бы СФ себя раскрыл на 150%. Это первое. Второе. Была бы квапа, которая накидывала бы без заруш и всякое такое. То есть была бы куча дефа. Куча дефа. Давай, дожимай. Не. Молодец, Цемка. Вот Цемке поставим лайк сейчас. Тупую взяла и забрала лондруида в 3 звезды. Красавица. Молодец, просто умничка. Вот так вот сделаю, короче. Как ты меня бесишь. 5 из 9 до сих пор. Сейчас, короче, сделаю вот такую расстановку, потому что Винга свапнет Урсу прям по 2 СФов. Главное, чтобы 2 СФа не сдохли в это время.
Я думаю, не сдохнут. Я думаю, все будет хорошо. Цемку пока оставлю, плюс пусть ману регенит. Так, смотрите. Я взял 10 уровень на 25 раунде. Сейчас посмотрим, на каком раунде ко мне придет Свен. И вы напишите мне в комментариях, на каком раунде ко мне придет Свен. И придет ли Свен в 2 звезды. Я взял ранний 10 уровень. Это реально я рано взял 10 уровень. Сюда. Что-то пока что как-то меня предметы радуют. Очень даже радуют. А что-то типа SF будет? А, понял. Ни SF, ни антимага. И вообще, Саня, завали ты свою хлебало. Ты и так слишком много всего хочешь. Правильно? Естественно. Это жестко. Что-то как-то игра мне намекает, что будет пахнуть дело чем-то неприятненьким. Не знаю, пока что в антимага отдам этот посох. Мне кажется, антимаг будет попрофитнее сейчас. Пока SF нету в 2 звезды, я думаю, это будет попрофитнее намного. Мне нужен рок. Мне нужен вот этот рок 3-го тира, чтобы сразу инкастово кастовать способность от Свена, либо же вот SF. Драконий рог это имба, кстати. Ну, классный предмет, очень классный предмет. С ним так раскрывается игра, что прям диву даешься. Пойдет. Не знаю, сейчас, конечно, посмотрю, как в SF еще будет этот посох. Так, опять бог-орк. Ну, тут меня вынесут, да. У меня слабый антимаг, он в единицу всего лишь. Был бы в 2 звезды, то антимаг бы затащил. А так нет. Я думаю, из инкама полностью сейчас выйти, попробовать найти себе более-менее адекватный стол. Я так понимаю, за 50 монет я себе найду единственное, что это расшатанную нервную систему. Да? За 50 монет. Наныл. Наныл, но Свен пока что в единицу. Но наныл. Надо теперь себе наныть, знаете что? Драконий рог. И Свена в 2 звезды. Ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Не... Спасибо. Это... Это было жестко. Это было неприятно, это было жестко. Вот так вот возьму все эти бусы. Обвешусь вокруг себя и все, буду кайфовать. Я, кстати, поставлю еще одного некра, пусть у меня будет немножко отхила от чернокнижников. ЦМК это, конечно, круто, но мне кажется, так будет поприятнее. Это, конечно, ну, это... Ладно. Серьезно? Ты на 9 уровне нашел себе Свена в 2 звезды, да? Я тебя... А, ну и все, гуляй, все. Ты меня даже, ну, все, гуляй. Гуляй. Он как бы меня сейчас немножечко так взволновал, если будем откровенно честными. Так, я остался с этим зверем 1 на 1, это проблема. Мне нужен Свен. Очень нужен Свен. Свен в 2 звезды решит так мои проблемы. Прям, ну, дико решит. У меня Свен в 2 звезды будет всех ваншотать здесь. Так что мне будет абсолютно плевать на этих всех зверей. У меня будет нереально много отхила. Все такое. И, ну, мне нужно, конечно, еще рок войны найти. Прям, чтобы чувствовать себя уверенно на 150%. Неприятно.
Очень неприятно, я бы сказал бы. Так, у меня сейчас, по идее, Мамора должна притащить мне СФчика уже, наконец-то. Мне так шаман пятерка идет, что я в шоке. Причем самое забавное, этот шаман мне идет тогда, когда он мне вообще не надо. Вот вообще. Мне нужен еще один СФ хотя бы. Раз ты так ко мне идешь, шаман, я тебя вот куплю и поставлю. Будешь у меня брелочком на моем столе. Будешь моим брелочком. Так, я надеюсь, что сейчас у меня СФ вылупится в 3 звезды. Я уже их прям хочу. Может, там будет 2 СФ. Хотя зачем мне СФ 2 звезд? СФ 2 звезд не будет таким мощным, как хотелось бы. Короче, плевать. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. СФ в 3 звезды собираем. Отлично. Перекидываем... Так, ну у него уже есть предметы. Так, что мы дальше делаем? А дальше мы попробуем найти что? Правильно. Нам нужен драконий рог. По-любому нужен драконий рог. Хочу этого или нет, но драконий рог мне нужен. Так вот делаю. Я чуть, кстати, бяку не сделал. Хорошо, что я пересмотрел опять предметы. Короче, у меня только что было мгновение, что я мог не те предметы пересобрать. У меня же есть лишние бусы. У меня есть кольцо второго тира, которое мне абсолютно не нужно. И... Сказать, что я в шоке? Или вы все сами прекрасно поймете? Не. БКБ это то, что доктор прописал. БКБ всегда хорошо. Но найти вот так... Прям когда у меня сейчас основной урон, это мой магический урон. Это немножечко тильтует. Это прям Давай СФ. Давай Свена. Свена, пожалуйста. Свена. 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 Пожалуйста. Я же попросил, пожалуйста. Тварь неблагодарная. Хочу Свена. Надо наныть. Надо наныть Свена. По-любому нужно наныть. Гвард, привет, прямой эфир. Ну, это мой подписчик, получается, да? Привет, привет. Нет, это на запись. Так, Найт, привет тебе. Он сейчас смотрит каточку. Но он увидит это в ролике, конечно, еще, но все же. С моими комментариями уже, а не так. Боже, я его слышу. Мне это нравится. Мне это очень нравится. Еще яйцо пришло. А давай теперь Свена. Ну, раз не Свен, то, в принципе, и шаманчик подойдет. На самом деле, шаманчик это будет не ошибка, как по мне. Пусть будет этот шаман. Почему нет? Пусть этот шаман будет. Он, конечно, сейчас не особо работает, но все же. Так, 17 стаков на посохе, это, в принципе, окей. И там столько троек, что прям диву даешься. Сейчас у него рыжий лист так, ну, нормально взрывает. Нет, 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 ну. Дико извиняюсь, я аж чихнул. У меня так аж нос дочухался жестко. Просто, ну, вы видели? Вы это видели? Я уже, короче, если что, кинул яйцо сейчас в шамана пятерку, потому что, ну, мне нужно усиление, хоть какое-то. Может, с этим шаманом? У меня шанс на победу будет больше. Может, там рыжий лист не закастится когда-то. Хотя у меня там БКБ в любом случае будет, будет кастить. Ну, все же. Я, кстати, сейчас закирю СФ. Пусть будет у меня лучший СФ керри. И, кстати, наверное, драконий рог я могу отдать сейчас в Свена. Мне кажется, так будет попрофитнее.
Чтобы он сразу кидал свой баф на урон и все такое. Сейчас смотрите, как назло придет ко мне Свен. Ладно, не придет. Не придет. Не сегодня. Смотрите, в принципе, если я дам сейчас драконий рог Свена, что это мне даст? Во-первых, это мне даст огромный урон стычки. Всех моих фигур. Это первый момент. То есть это усилит моего Кири СФ сейчас. Второй момент, это то, что у меня освободится один слот. А под что? В принципе, под Discord. Ну и третий момент, кстати, это то, что... Вон видите, какую сейчас расстановку сделал? Они все немного далеко стоят. А, соответственно, у СФ будет там секунда задержки перед способностью, либо же 2, пока он настакает ману. А потом, когда заюзает свою способность, то, естественно, он нанесет кучу дамага. Вы видели цифры Леона? 10 тысяч молодой нанес. Явился, не запылился, ни свет, ни заря. Хотелось бы мне, конечно, взять башер. Либо же колечко. Оба предмета хороши сейчас. Но я хочу... пойдет. Пусть у меня тоже будет БКБ. Пойдет. Так, сейчас пока так сделаем. Я хочу переделать некоторые предметы. Я думаю, это за тоже, если что, переделать. А тут я, кстати, наверное, возьму Кирасу вместо маски. Сейчас объясню почему. Смотрите, у него сейчас много физического урона. И перед тем, как ему, скажем так, настакать вот этот вот баф зверей, ему нужно сделать несколько тычек. И вот эта вот Кираса, она меня должна спасти. Она сделает меня намного плотнее, и у меня так не будет сильно прилетать. Ну, то, что я говорил. То, что я говорил. Жалко, мне так поздно Свен пришел. Ну, кстати, да, я думаю, все-таки я дам сейчас рог в Свена. Пусть у меня Свен со старта закастит свою ульту, и будет много урона с руки. Можно было бы, конечно, знаете, каким образом поступить? Смотрите, можно было бы закинуть этот рог в шаманчика. Да, все-таки попробуем. Попробуем Свена закинуть. Да, у меня урон стычки будет такой огромный. Я все-таки не зря взял Кирасу. Она очень хорошо дефает. В общем, чтобы сбить весь баф Кирасы, ему нужно сделать 8 тычек. Если он не сделает 8 тычек, то это все-таки... Нормас. Красиво. В общем, ему, чтобы сбить баф Кирасы, нужно было нанести 8 тычек, либо четко попасть своим рыжим лисом в СФ. Но тем не менее, у меня все равно СФ был плотный. Много армора дает этот предмет, много армора понижает, плюс дает скорость атаки еще и в радиусе. У него сильный зверь, объективно очень сильный зверь. Да, ему не повезло там с Некромиконом, но тем не менее у него есть керри, рыжий лис и все такое. Мне не повезло с Свеном. Мне бы, если повезло с Свеном, а ему с Некромиконом, то у меня бы Свен там нормально бы всех расчехлял. Он даже своим рыжим лисом сделал намного больше импакта, нежели бы сделал с Некромиконом, как по мне. Я более чем уверен, что с Некрами бы он не смог бы бодаться со мной. Был бы у меня Свен там 2 звезды, либо же у меня был бы вот такой вот СФ. То есть, рыжий лис у него сейчас был сильный. Мне вот даже интересно, а кто был бы сильнее, Манки Кинг или Рыжий Лис в данном случае? Я думаю, Рыжий Лис все-таки неплохо здесь смотрелся. Если бы у меня еще немного другая была расстановка, то его бы Рыжий Лис полностью стирал бы весь мой стол. Но Манки Кинга, я думаю, вообще не было бы шансов. Если Рыжий Лис делает свой моментальный прокаст и много урона вносит, из-за этого он сносил мой стол, то Манки Кингу надо было бы время, чтобы настакать сначала палку, потом как бы ее держать. Ему нужно было бы предметы на скорость атаки и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я более чем уверен, что он бы не смог Манки Кингом затащить. И Некромиконом тоже. Поэтому Рыжий Лис это неплохой такой керри получился в данном случае. Плюс у него предметы хорошо на него падали. Обидно, конечно, что мне Свен 2 звезды не пришел. Хотелось со Свеном 2 звезды. Но получается как? Свен не смог, СФ помог. Правильно?
Так и ролик назову на самом деле. Свен не смог, СФ помог. Это была красивая катка. Очень красивая катка. Вот смотрите, а взял бы я, наверное, маску, либо же агонимчик в Свена, либо же в того же антимага, то я бы, скорее всего, проиграл. Все-таки хорошее решение взять было Кирасу, потому что она дает целых 15 брони. Это очень огромные цифры. Против зверя это самое то. Особенно, когда у него еще там дозилятор был. В общем, как по мне, это была реально красивая катка. Единственное, что, ребят, ну, сегодня у нас будет такой ролик спокойный. Спокойный, на лайте, на вайбе. Ну, и я не знаю почему, но у меня очень много сумбурных мыслей в голове. Я очень сумбурно формулировал фразы. То есть мне как-то не особо понравилось, как я формулировал свои фразы, потому что много как-то, знаете, заговаривал. Короче, бывают такие дни, бывает, да? У всех такие дни бывают, когда вы просто, ну, не можете либо мысли в кучу собрать, точнее не так, у вас есть мысли в куче, но озвучить их вы не можете, потому что, вот, не знаю, язык не хочет вот выговаривать. Вот не хочет. Это, короче, знаете что? Это из-за того, что я увидел такой патч, ну, анонс патча. Вот сейчас я сказал. Патч-анонс хотел сказать. Хотя на самом деле надо было анонс патча. Короче, увидел анонс патча, и все, у меня мысли прям разлетелись, и я понимаю, что придется еще месяц, либо больше терпеть текущую мету. Это ж просто... Я не знаю, как это назвать. Поэтому, ребят, напишите в комментариях, что как это назвать. Как это назвать? Ну, в целом все, в принципе. Мне добавить больше нечего. Катка реально была классная, крутая. Ему повезло то, что он нашел сразу БКБ, и весь урон от моего СФ он тупо эвейдил своим рыжим лисом. Хотя не было бы у него БКБ, скорее всего, его бы рыжий лис намного быстрее бы сдыхал. Как-то так. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забываем ставить свой лайк. Когда вы еще увидите, чтобы СФ затащил катку, а не Свен? Редко. Я сам такое редко наблюдаю. Поэтому, ребят, это заслуженный, огромнейший, классный, прекрасный, замечательный лайк. Ставь. Прямо сейчас бери и ставь. А также, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен под видео в описании, а также закреплен он в комментариях. А еще на экране у вас появится QR-код для перехода. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!